Скажи, какое сегодня число? 4 ноября. Уже нет. Мы помним не зря 5-й день ноября. И порох, и заговор злой. Нет повода в мире, чтоб все мы забыли заговор пороховой. Благодаря усилиям Голливуда имя Гая Фокса и его пластиковая личина стали для нового поколения синонимом анархии. Эти маски, задуманные как маркетинговый инструмент для рекламы фильма «В как Вендетта», превратились в символ борьбы с истеблишментом и тиранией. И они скрывают лица коллективного анонимуса толпой протестующего против власти конформизма. Маска Гая Фокса – это противоречие в себе. Неуместно жизнерадостное и румяное лицо для человека, который был так ослаблен пытками, что испортил живодерскую процедуру казни, сорвавшись с эшафота и сломав себе шею. Когда я рассказывала о салемских ведьмах, я упомянула, что к началу XVII века Англия уже стала надежно протестантской страной, но ее стиль протестантизма был очень своеобразным. Отец королевы Елизаветы, Генрих VIII, пытаясь организовать себе наследника мужского пола, менял жен как тирям-тирям перчатки, за что был отлучен от церкви Папой Римским. В ответ он порвал с Римом и сделал самого себя главой английской церкви. После чего он начал выжимать католиков из страны, в значительной степени именно потому, что их религиозное диссидентство означало одновременно неподчинение королю. Англия становится протестантской страной не по морально-религиозным, а по личным королевским причинам. Дочь его, Елизавета Великая, закрутила гайки еще туже. При ней католики уже не могли занимать никаких государственных постов, и за пропуск воскресных богослужений в протестантских церквях полагался серьезный штраф. Английский католицизм ушел в подполье, но не исчез. С тех пор в некоторых старых домах сохранились священнические норы, потайные каморки за стенами или под лестницей, где католические священники отсиживались во время обысков. Елизавета станет последней из Тюдоров. Несмотря на героические усилия Генриха VIII обеспечить преемственность власти, у него так и не появилось внуков, и со смертью Елизаветы династия пресеклась. На трон Англии вступил король Шотландии, троюродный внук покойной королевы Джеймс Стюарт под именем Джеймса Якова I, короля Англии, Ирландии и Шотландии. Сам король Джеймс был протестантом, но он был сыном католички, его жена была католичка. И поэтому английские католики, насидевшиеся в подвалах, резонно могли надеяться, что при новом короле гонения на них прекратятся. И поначалу новый король оправдывал их ожидания. Фактически он ввел в стране принцип «не спрашивают, не говори». Если ты внешне подчиняешься законам и публично не наезжаешь на короля и английскую церковь, власти нет дела, как ты там молишься у себя дома. Даже по отношению к упорным диссидентам Яков I предпочитал ссылку смертной казни, или, как он изящно выразился, «И я был бы рад увидеть, как их головы вместе с их телами отделились бы от этого острова и были перевезены за моря». Но он не стал, вопреки сладким надеждам некоторых, принимать католичество и довольно быстро начал завинчивать ослабнувшие гайки назад. В 1604 году, буквально через год после коронации, Яков I осудил католическую церковь, приказал всем католическим священникам покинуть страну и возобновил сбор штрафов за религиозное диссидентство. В парламент был внесен проект Билла, который угрожал поставить всех английских папистов вне закона. У католиков возникает отчетливое ощущение, что этого короля пора заменить.
Несмотря на то, что Гай Фокс стал в глазах многих лицом и лидером всего заговора, на деле он был только одним из группы заговорщиков, даже не первым присоединившимся. Сохранился групповой портрет 8 главных инициаторов. Вот Гай Фокс, а вот настоящий лидер и автор идеи – Роберт Кейтсби. 32-летний провинциальный аристократ, он был убежденным католиком и, можно сказать, профессиональным бунтовщиком. То есть это была далеко не первая его вечеринка. Он едва не лишился головы при покойной королеве Елизавете, участвуя в восстании графа Эссекса. И был оштрафован на нехилую сумму в пересчете на нынешние деньги в 6 миллионов фунтов стерлингов. То есть я хочу сказать, что не бедность заставляла его идти против власти. Кейтсби также попытался уговорить нового короля Испании Филиппа III повторить попытку вторжения в Англию, обещая, что изнутри его поддержат английские католики. Между тем Филипп III, в отличие от своего предшественника Филиппа II, который отправлял на Англию непобедимую армаду, был больше заинтересован в мире. Поэтому он эту гениальную идею не поддержал, но Кейтсби каким-то образом услышал в вежливом отказе короля завуалированное одобрение его инициативы. И он замышляет грандиозное в своей нелепости и размахе действа – взорвать английского короля вместе с палатой лордов и сменить власть. То есть заговор состоял из двух частей. Во-первых, убить короля вместе с его наследником и членами палаты лордов и тем обезглавить Англию. А во-вторых, заменить Англии голову, подняв католический бунт в стране и посадив на трон новую прокатолическую королеву, если понадобится, с помощью испанской интервенции. На эту роль предназначалась 9-летняя дочь Якова, Елизавета Яковлевна. На тот момент по малолетству спокойно жившая в аббатстве недалеко от Ковентри, в 130 километрах от Лондона. Предполагалось, что несовершеннолетняя королева станет марионеткой в руках заговорщиков, и в Англии будет установлена, если не полностью католическая, то, по крайней мере, прокатолическая власть. Хочу обратить ваше внимание, что на тот момент не больше 1% англичан оставалось католиками. И среди этого 1% большинство вовсе не хотели восставать против короля. Они хотели только, чтобы их оставили в покое. А остальные 99% населения были вполне довольны протестантским правлением. То есть весь этот гениальный план базировался на каких-то фантазиях и не может не вызывать вопросов. Кейтсби представил свою идею двум первым подельникам – Томасу Винтеру, тоже непоседливому кавалеру, полиглоту и ученому, и лучшему фехтовальщику своего времени – Джону Райту. Те немножко прибалдели от размаха, но решили, чего зря сидеть, надо попробовать. Следующим к заговору присоединился пресловутый Гай Фокс, профессиональный военный, которого Винтер завербовал во Фландрии. Несколько недель спустя к группе присоединится Томас Перси, друг Кейтсби и зять Джона Райта. К сожалению, самой большой проблемой заговорщиков было неумение держать язык за зубами. И заговор начал расти как на дрожжах. Я не рассчитываю, что вы будете держать в голове имена всех вовлеченных. Вскоре к первоначальной пятерке присоединятся братья Кристофер Райт и Роберт Винтер, слуга Бейтс и не попавший на портрет Джон Грант, Роберт Кис, Фрэнсис Трэшем, Амброуз Руквуд и Эдвард Дигби. На дворе был конец 1604 года, и было объявлено, что запланированное на февраль повторное открытие парламента будет отложено аж до октября 1605. Этот перенос был вызван опасением чумы. О какой чуме шла речь, мне выяснить не удалось. Ближайшая серьезная эпидемия чумы в Лондоне будет только в 1665 году, через 60 лет. Ну, может быть, именно потому эпидемия не состоялась, потому что двор и парламент соблюдали социальную дистанцию. В любом случае,
Перерыв в работе парламента дал заговорщикам достаточное время для реализации их амбициозных планов. За этот год они успели снять дом на берегу Темзы, аккуратно напротив Вестминстерского дворца, места заседания парламента, натаскать туда значительное количество пороха в бочках. Теоретически продажа пороха находилась под контролем государства. Практически же, помните, я сказала, что Испания решила жить в мире с Англией? Из-за прекращения этой 20-летней войны в стране обнаружился избыток пороха. И этот порох можно было купить из-под полы без особой проблемы. А также заговорщики начали рыть подкоп под здание парламента. По крайней мере, так утверждает классическая история заговора, отраженная в судебных документах. По этой версии заговорщики рыли туннель от их дома под Темзой и до Вестминстерского дворца, что было бы чрезвычайно трудным делом, учитывая, что ни у кого из них не было опыта инженерного дела. Ну, допустим, они рыли. Рыли несколько месяцев и прекратили копать, когда услышали шум у себя над головой. Оказалось, что шум этот исходил от женщины, которая расчищала подвал прямо над ними и под палатой лордов. Вестминстерский дворец в начале 17 века представлял собой целый лабиринт зданий, сгруппированных вокруг средневековых палат, часовен и залов бывшего королевского дворца, в котором размещались как парламент, так и различные королевские суды. Это не была какая-то серьезно охраняемая крепость вроде Кремля. На его территории были лавки, склады, конторы адвокатов, квартиры, таверны и прочее. Частные люди снимали свободные помещения под бизнесы и для личных нужд. С точки зрения безопасности это был сплошной кошмар. Но мы говорим о времени, когда короли все еще опасались по преимуществу отравителей из числа своих родственников, а не террористов из народа. Так вот, цокольный этаж, расположенный аккурат под залом, где заседала палата лордов, высшая палата английского парламента, как раз освобождался предыдущими съемщиками. Это было довольно просторное полуподвальное помещение, когда-то бывшее частью средневековой дворцовой кухни. И заговорщикам пришла в голову светлая идея. А почему бы не набить порохом прямо эту комнату? Они просто сняли этот полуподвал в аренду на имя Томаса Перси и потихоньку на лодке перевезли весь запасенный порох с той стороны Темзы прямиком в Вестминстерский дворец. Все 36 бочек, то есть примерно 1 тонну пороха. Бочки завалили дровами, и Гай Фокс, выдававший себя за слугу мистера Перси под именем Джона Джонсона, присмотрел, чтобы все было тип-топ. За всеми этими захватывающими хлопотами прошла большая часть 1605 года. Детали заговора были окончательно согласованы в октябре. В день торжественного открытия парламента Гай Фокс, профессиональный военный и самый опытный по части обращения со взрывчатыми веществами участник, должен был зажечь длинный фитиль, ведущий к бочкам, а потом бежать через Темзу и прочь из города. Для него была подготовлена эстафета лошадей. Одновременно другая группа заговорщиков поднимет восстание в центре страны и похитит из монастыря принцессу Елизавету. Ее объявят новой королевой, и тут же начнется интервенция Испании, которая поможет подавить сопротивление на местах. За граница нам поможет. Итак, под зал, где заседал английский парламент, была уложена тонна пороха. Тонна. В 2005 году в ознаменование 400-летнего юбилея заговора британское телевидение организовало реконструкцию плана Кейтсби. Они построили полноразмерную копию палаты лордов на каком-то полигоне. Заложили под нее тонну исторически правильного пороха и подорвали.
Эксперимент превзошел все ожидания. Здание превратилось в руины. Голову манекена, изображавшего короля Якова, еле нашли на значительном расстоянии. Вердикт был единогласный. Если бы заговор осуществился, никто в радиусе 100 метров от эпицентра взрыва не мог бы выжить. Ни король, ни наследный принц, ни один из пэров Англии и ее епископов. При этом весь этот заговор предполагался во славу правильной христианской веры. И многие участники немножко беспокоились о том, что от их руки могут пострадать невинные люди. Не слуги дворца, конечно, кому какое дело было до слуг. А, к примеру, несколько лордов, симпатизировавших католикам, а такие были. Чем выше вы поднимались по социальной лестнице, тем менее важна была ваша принадлежность к определенной деноминации и более к определенной фамилии. За год заговор, как я уже говорила, порядком разросся, и у многих участников были дорогие люди среди пэров, которые могли пострадать. Поэтому совершенно естественно, что за 10 дней до запланированного покушения один из лордов-католиков, лорд Монтигл, получил от своего слуги письмо, которое ему передал на улице незнакомый человек. И мы до сих пор не только не знаем точно, кто был его автором, у нас даже нет хороших подозрений. Письмо гласило: «Милорд, из любви, которую я питаю к некоторым вашим друзьям, я забочусь о вашей безопасности. Поэтому я бы посоветовал вам, если вы цените свою жизнь, найти какой-нибудь предлог, чтобы избежать присутствия на этом заседании парламента, ибо Бог и человек вступили в согласие, чтобы наказать зло наших времен. Не отнеситесь легкомысленно к этому предупреждению, уединитесь в загородном поместье, где вы можете переждать эти события в безопасности. Хотя никакого волнения не наблюдается, я все же говорю, что этот парламент подвергнется ужасному удару. Мой совет невозможно осудить, потому что он может принести вам пользу и не может принести вреда. И я надеюсь, что Господь дарует вам благодать, которую вы употребите с пользой, под чью святую защиту я вверяю в вас». Перепуганный Монтигл, поклявшийся перед новым королем не вступать ни в какие заговоры с католиками и экстремистами, немедленно передал письмо государственному секретарю Англии, графу Солсбери. В те годы государственный секретарь Англии был примерно тем же, что генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Солсбери фактически был человеком, сделавшим Якова преемником Елизаветы. Он также был ярым антикатоликом. Получив письмо, Солсбери проявил впечатляющую выдержку. Поскольку он не знал подробностей участников заговора, он принял решение дать ему созреть. Он сохранил новость о заговоре в секрете от двора и короля, который был занят охотой и все равно не собирался возвращаться в Лондон в течение нескольких дней. Он также велел обыскать все помещения Вестминстерского дворца. В процессе этого обыска в одном из подвалов был обнаружен большой склад дров и человек по имени Джон Джонсон, слуга мистера Перси, который его охранял. Ничего подозрительного в этом не нашли. Между тем, глава заговорщиков Кейтсби узнает о том, что их предали. Слуга Монтигла был роднёй братьев Райт, и он уведомил Кейтсби. Вообще потрясающее количество народу в Лондоне было в курсе этого тайного заговора. Кейтсби тоже не стал пороть горячку и попытался аккуратно провентилировать ситуацию, разоблачены они или нет. Ему не удалось найти предателя. И, судя по всему, королевский двор вел себя так, как будто никто о заговоре не знал. Церемония открытия сессии парламента была назначена на 5 ноября. Все заговорщики были предупреждены, что никаких заминок нет, и план будет приведен в исполнение, как договаривались. Когда король вернулся в Лондон, Солсбери уведомил его о письме и неясных угрозах. Он также сообщил ему о проведенном обыске во дворце. По версии самого короля, когда он услышал о том, что под залом парламента сидит какой-то слуга известного католического агитатора Тома Перси, он потребовал обыскать этот подвал еще раз. Что-то в этом письме напомнило ему о судьбе его отца.
Тот был убит взрывом пороха, помещенного в комнате под его спальней. То есть, да, идея была не новая. Поздно ночью, на 5 число, поисковая группа вернулась в подвал. Они снова нашли там Фокса, одетого, несмотря на поздний час, не в пижаму, а в плащ и шляпу, и в сапогах, и в шпорах, и с фонарем в руках. А под грудой дров они обнаружили 36 бочек с порохом, готовых для взрыва. Когда новость об аресте Гая Фокса дошла до заговорщиков, большинство из них пустилось в бега. И вовремя. Уже утром весь город знал о предотвращенном покушении на короля и парламент. Власти выставили дополнительную охрану на городских воротах, закрыли порты и постарались защитить резиденцию испанского посла, окруженную разъяренной толпой. Англичане привыкли ассоциировать католическую агрессию с Испанией и дружно пошли линчевать этих папистов. Испанцы спасли свою шкуру лишь тем, что устроили публичное аутодафе чучела Гая Фокса, начав тем самым многовековую традицию. На первоначальном допросе Джон Джонсон вел себя очень хладнокровно, подельников не выдавал, при этом он не отрицал того, что его целью было уничтожить короля и парламент. Он настаивал, что действовал в одиночку. Разъяренный король разрешил применение пыток. Вообще пытки были в те годы уже запрещены, но в исключительных случаях позволялись. И этот случай был, безусловно, исключительным. Мы не знаем, как конкретно пытали Фокса, но он сломался на второй день. Сохранился образец его подписи, взятой сразу после допроса. И вы можете сравнить его с его нормальной подписью. Ему досталось. 8 ноября он начал признаваться и выдавать своих соучастников. К этому моменту Томас Перси уже сидел, потому что его имя было на договоре аренды порохового погреба. Остальные, включая Кейтсби, под проливным дождем бежали, чтобы присоединиться к другой группе в центре страны, той, задача которой была похитить принцессу. По дороге Кейтсби пытался поднять католиков на восстание. Он утверждал, что план осуществлен, что парламент взорван и король убит. Но даже это не сподвигнуло провинциальных единомышленников сделать больше, чем дать им приют на ночь. Они продолжили свой путь с постоянно уменьшающейся группой последователей. Усталые и отчаявшиеся, они попытаются высушить перед костром свой оцаревший порох. По иронии судьбы, в этот раз порох взорвался. Взметнувшееся пламя охватило заговорщиков, один из которых был ослеплен огнем, и другие получили серьезные ожоги. 8 ноября рота из 200 человек короля, отправленная в погоню, осадила дом, в котором засели обожженные и отчаявшиеся товарищи Кейтсби. Во время штурма Джон Райт и его брат Кристофер были застрелены. Сообщается, что Кейтсби и Перси были убиты одним удачным выстрелом. Грант, Руквуд и Томас Винтер были арестованы. Вскоре были схвачены остальные. Арестованных допрашивали безо всякой нежности в течение примерно 10 недель в лондонском Тауэре. В результате арестовали не только активных участников, но и многих их родственников, покровителей и сочувствовавших. В числе арестованных были и католические священники, которые были виновны только в том, что заговорщики ходили к ним на исповедь, и они тщетно пытались отговорить их от этого безумия. Собственно, никакого серьезного следствия не было, и всех непосредственных участников заговора присудили к особой казни, зарезервированной для цареубийц. Hang, drawn and quartered. Повесить, выпотрошить и четвертовать. Я избавлю вас от описания подробностей этого кошмара. Вы можете сами найти их в Википедии по ссылке внизу, если хотите. Достаточно только сказать, что все, кроме одного, умоляя о помиловании, просили отрубить им голову или просто повесить. Но никого не пощадили. Гаю Фоксу повезло больше других. К моменту казни он едва держался на ногах, он сорвался с помоста с петлей на шее, и ему перебило позвоночник.
После чего король Яков и лорд Солсбери на полную использовали волну народного негодования, поднявшуюся после разоблачения заговора. Как говорится в одном из моих любимых фильмов, лидер, которого чуть не убили, получает такое доверие народа, что он может уверенно оставаться у власти и делать все, что хочет. Католики не только не получили свои свободы назад, но парламент решил принять новое антикатолическое законодательство. Попиш Recusant Акт 1605 года вернул Англию к елизаветинской системе. Он запрещал католикам заниматься юридической медицинской практикой, а также выступать в качестве опекунов. Он позволил магистратам обыскивать их дома в поисках оружия. Все англичане должны были минимум 2 раза в год принимать причастие в своей приходской англиканской церкви. Неподчинившиеся должны были быть оштрафованы на 60 фунтов стерлингов или лишиться 2/3 своей земли. Вот это и очевидная абсурдность всего заговора. Кэсби ведь так и не удалось поднять на восстание тех немногих католиков, что были в стране. И вообще, к чему, кроме гражданской войны и уничтожению всех католиков разгневанными протестантами, могло привести исполнение всей этой задумки? В общем, все это заставило неординарно мыслящих историков заподозрить, что за спиной заговорщиков стоял хитроумный лорд-канцлер Солсбери. То есть пороховой заговор был не выступлением против тирании, а огромной провокацией, поводом начать репрессировать английских католиков и усилить позиции короля. Мы не знаем, так ли это. В январе 1606 года, во время первого заседания парламента после заговора, был принят закон о праздновании 5 ноября, согласно которому ежегодно в этот день будут проводиться службы и проповеди, посвященные волшебному спасению короля от неминуемой смерти. День порохового заговора, как его называли, стал главным государственным праздником в Англии. Поскольку он имел сильный протестантский религиозный подтекст, он также стал пиком антикатолических настроений. Торжествующие англичане на радостях сжигали чучело Папы Римского. С годами этот обычай начал включать чучелы других ненавистных политических лидеров, и по сей день в некоторых городах Великобритании в ночь Гая Фокса на костер отправляются чучела известных политиков, никак не замешанные в религиозном противостоянии XVII века. Это ночь фейерверков, пистонов и небольшой, тщательно контролируемой полицией анархии и сопротивления властям. Большинство наших современников, бегающих в эту ночь в масках и с бенгальскими огнями, уже забыли, что на самом деле они празднуют. А празднуют они не героизм заговорщиков, не браваду Гая Фокса, а то, что в эту ночь, 400 лет назад, Бог спас короля. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Бусти и Патреоне. Если вы не знаете, кто это такие, оставайтесь на рекламный ролик. Всем остальным всего доброго и до свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился.
Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!